Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Уже давно, реально давно просят сделать сборку на Рус. И в последнее время прям очень много комментариев под роликами на тему Руса. Поэтому я просто не могу уже игнорировать данную просьбу. Итак, друзья, сегодня на тест мы берем Рус 79У. Как всегда, сравним разные модули в цифрах, посмотрим также на их ТТК. Я вам покажу один небольшой секрет, о котором вы, скорее всего, даже не догадывались. Потому что, сложно быть настолько внимательным, чтобы замечать прям все мелочи. Но для этого мы с вами, собственно, здесь и собрались. И для этого как раз-таки нужен профессор. Приготовьте себе самый вкусный чай или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Для начала сравним, как всегда, главные модули по урону в цифрах. Ребята, не буду томить и сразу разложу вам все карты на стол. Смотрите, связка ОВС и Монолит работает таким образом, что уже на 5 метрах увеличивается урон. И, соответственно, сокращается количество пуль для убийства врага. Ребят, это козырь, это реально козырь в рукаве. Потому что в этой связке на 5 метрах вы уже имеете преимущество перед другими. Понятное дело, 20 и 40 метров тоже получается. Но ППшка на 40 метрах так себе, но козырь в рукаве таков, что на 5 метрах уже увеличивается урон, и мало кто об этом вообще знал. Давайте с вами скорострельный замеряем. Ага, вот это в стоке, для того, чтобы потом вывести табличку по ТТК. 2,37, понятно. Теперь меряем меткий стрелок ОВС. 2.28, ребята, 2.28. Короче, быстрее, ребят. Скорострельность у нас, получается, повышается, да, то есть количество секунд сокращается с ОВС. Монолитка также 2.28, то есть быстрее оружие начинает стрелять с модулями. Прикольно, прикольно. Давайте связку Монолит плюс ОВС. Я думаю, что будет медленнее. Ну да, получается помедленнее, 2.3. 2.3, но все равно быстрее, чем стоки. Классно, модули, получается, ускоряют темп стрельбы, прикольно. Так, YKM 2.32, на 5 сотых он тоже. Ребят, давайте табличку по ТТК. И сразу мы с вами видим, что на 5 метрах уменьшается ТТК практически на 1/10, если вы используете сборку ОВС плюс Монолит. Потом немножко картина другая, но там на 3000 секунды всего лишь, там не важно. Но из того, что мы с вами сейчас все поняли и изучили в таблицах, давайте сделаем лучшую сборку. Перейдем в оружейник и применим все знания, которым я вас научил, мои дорогие ученики. Связка ОВС и монолитный глушитель. А далее, ребята, используя вот эту таблицу из предыдущего видео, смотрите его по подсказке справа вверху на экране, если не смотрели, мы будем собирать дальше, потому что эта таблица, ребята, это просто мета. Лично я ее себе сохранил просто картинкой на iPad, чтобы делать крутые сборки. Поэтому, используя, повторюсь, эту таблицу, мы с вами режем приклад, потому что нам нужно и перемещение, и прицеливание, ибо мы метким стрелком загасили перемещение и прицеливание. Далее, самый быстрый у нас по скорости прицеливания это модуль вот этот вот, да, задняя рука. Ну а потом остается лазер впихнуть, потому что, ибо больше нечего. Вот такая сборка получилась, ребята. Собственно, с точностью никаких проблем нет у Руса. Я не наблюдаю, что там, да, отдача большая. Она практически только вертикальная, практически. Горизонталка очень слабая, и можно сказать, практически ее даже нет. Поэтому в этой сборке, ребят, это будет нормальная ППшка, которая на ближней дистанции будет забирать больше, и вы выжмете из этой сборки максимум, и будете иметь преимущество перед всеми теми, кто не смотрит лекции профессора Березовского. Именно с этой пушкой я имею в виду, с Русом. Смотрите, скорость прицеливания отличная, нормальная. И можно ее в ноль контролировать. Ладно, не успел, ребят, не успел. Короче говоря, эту сборку, эту пушку можно контролировать вообще в ноль, в одну точку. Ну, практически. Ее чуть-чуть на пару миллиметров будет вести вправо-влево по горизонтали. Чуть-чуть. Но это вообще не страшно. Короче, подвижность получилась нормальная. И мы, ребята, используя материал с лекции, улучшили это оружие и сделали из него мету. Ну, возможно, мету. Так, на удачу. Оу, май гад! Ребят, чисто было на удачу, просто на удачу. А я 2х забрал. Прикол. Прикол, хорошее начало, ребят, мне нравится, слушайте. Если так каждая катка моя будет начинаться, что я просто наобум на удачу пошлю ракету и запихну ее в рот двоим чувакам, слушайте, прикольно, прикольно, неплохо. Так, давайте здесь обойдем как раз таки. И вроде как должно получиться как бы в спину. Опа,
Не успел спрятаться. Я, короче, хотел спрятаться, потом в подкате выскочить. Но в моих мыслях, в моей голове все было в порядке. Ребят, ну пока по первым ощущениям она стреляет офигенно. То есть пока что я вот успел только одного вот так нормально забрать, грубо говоря. Но нормально, пока нормально, надо это самое. Надо еще, короче, поубивать, чтобы понять вообще ее разброс, ее баллистику, вообще как с ней отыгрывается, не отыгрывается. Там чуваки нормально с НА-45 гасят, нормалек. Опа! Тихо. Так, это не я забрал, там еще один был, вижу. Так, тихо. Ну! Ну конечно. Вижу врага, обкакаюсь и выставлю щит. В любой подходе. Ну ладно. Окей, в командном бою. Да. На точках, я понимаю, сейчас немножко изменили, да, механику щита в сетевой игре. И... ребята, профессор могет. Нифига себе, могу. Умею, могу. Нормально, умеешь, могешь, точнее. Прикол, так, ну-ка. Ребят, слушайте, а на среднюю дистанцию тоже нормас? Тоже нормас. Неплохо, слушайте. Я никогда не играл с русом после кастомизации, ребят. Ни разу я не зашел в сетевую игру с русом, чтобы поиграть после системы. Ребята. Да. Ладно, короче, no comments, ребят. За такие ситуации, no. Господи, ребят, вот это тиммейты просто, то есть он видит его, он мешает мне, чтобы лечь, то есть сделать дропшот, он его не заберет. Господи, ладно, все, короче, ребята, вот эту всю фигню, это только мешает нашей с вами беседе, эти все эмоции и так далее. Короче, ребят, реально, я ни разу не отыгрывал после кастомизации с русом в рейтинге, я имею в виду в сетевой игре вообще. Я играл с русом только в КБ, и там, в принципе, я такой, ну не Опа, до свидания от бедра в голову. Просто на рог взял, чисто на рога вынес. Ну, потому что в голову так эффектно. Блин, да куда ты свою попку подставляешь? Ребят, никогда не подставляйте свою попку, особенно если вы мужики. Это чисто такой братский совет. Ну и еще... Слушайте, не надо было выходить из прицела, я вышел, хотел короче, не надо было этого делать. Так, кто бы ПЛА собьет, естественно, я. Хотя у меня гол стоит, но все равно, для братишек не жалко. Так, ребята, на легендах. Ладно. Короче, я играл в КБ, в принципе, в КБ неплохо. Так, одного, еще найти. В КБ неплохо тащит рус, и все, и кроме этого я как бы не отыгрывал с русом, поэтому у меня, что? Аннигилятор. А тебя так жестко пофиксили, что ли? То есть я понял, короче, зону прицеливания поменяли. Ну, типа, надо теперь наводиться прям ровненько на врага. Понимаю, ладно. Так, ну вот, в КБ, в принципе, неплохо тащит, нормально. Но ей не хватает урона на дальней дистанции, потому что КБ это в основном дальние. Поэтому я и отбросил идею. Крополя остались, там буквально, может, 10 хп, может, осталось. Не, его надо забирать, все. Ребят, средняя дистанция, неплохо. А я недооценивал рус, ребят, признаюсь честно. Я как бы чисто по-мужски признаю всегда свои ошибки. Недооценил в этой ситуации. Потому что думал, что рус это как бы вообще фигня позорная. Именно по прошлым сезонам, когда, не очень рус тащил. То есть какая-то отдача была большая. Битва против Зайца, за фраг последний. Да, мужики и девчонки, да. Последняя битва, так сказать. Последний герой. Ни тот, ни другой. Смотрите, он просто там прыгал туда-сюда. И я за ним тоже прыгал. И бабах. Ну и кто из нас заяц? Хотя я не за зайца сейчас играю. Ну кто из нас заяц? Ну, попрыгай-ка. Короче, ребят, вот с таким мы отыграли счетом. Я надеюсь, все для вас было полезно, как всегда. С меня годный контент, но с тебя лайкос и комментарий. Пиши. Всем до новых встреч и всем пока-пока.